Всем привет! Мы с сыном сделали невероятно интересную штуку, которая реально способна летать. Весьма неплохо летать. Технология создания игрушки несложная. Досмотрев ролик до конца, вы без проблем сможете сделать кольцелет вместе со своими детьми. В связи с чем мы объявляем конкурс на создание кольцелета. Чей кольцелет дольше пробудет в воздухе, тот и победит. Размер призового фонда будет зависеть от каждого зрителя. Да-да, и от тебя тоже. Если ты досмотришь ролик до конца, без перемотки, да еще и поддержишь его лайком, призовой фонд может быть просто огромным. Только представь, сколько талантливых инженеров может появиться в мире благодаря твоей поддержке. Подробности конкурса в конце ролика. А сейчас вы увидите интересную историю, как, делая два кольцелета простым и не очень простым способом, мы случайно изобрели гитару. Это я с ней играю. Заинтригованы? Тогда поехали! Основой космолета будет деревянная палочка для сладкой ваты 5 на 5 мм длиной 38 см. Нам понадобятся две палочки, желательно из твердых пород дерева. Хорошо, если одна из палочек будет иметь небольшую дугу. На ровной палочке делаем 4 отметки по 1,5 см. У нас с сыном новый инструмент. Очень хотелось поскорее его испытать. Хотя разрезать палочку вполне можно обычным полотном по металлу. Немного позже мы расскажем, как сделать кольцелет, вообще не используя никакого инструмента. Ну а пока берем шуруповерт и малюсенькое сверлышко. В двух палочках нам нужно по центру просверлить отверстие. Затем на целой палочке делаем отметку 25 см и приклеиваем детали на свои места, используя обычный суперклей. Палочку, в которой отверстие удалось просверлить ровнее, приклеиваем на верхний край. Главное крепко прижать палочки между собой минимум на 30 секунд. Основа нашего кольцелета готова. Теперь приступаем к пропеллерам. Нам понадобятся кофейные палочки. В ближайших кофейнях удалось раздобыть только хлипкие мешалки толщиной меньше миллиметра, так что пришлось купить упаковку палочек покрепче. Хотя для одной игрушки нужно всего 6 штук. Чтобы удобно склеить палочки под нужным углом, мы начертили шаблон, разделив круг на 3 равные части. Теперь склеить палочки между собой очень просто. Через 5 минут оба пропеллера были готовы. Ну, почти готовы. Осталось просверлить по одному отверстию в каждом. Вот теперь полный порядок. Далее нам понадобится крепкая стальная проволока. Мягкая вязальная не подойдет. Один край проволоки пришлось немного расплющить, чтобы было проще согнуть его на 90 градусов. Ставим проволоку на место и приклеиваем ее на клей. Затем с помощью соды и того же клея укрепляем наше соединение. Повторяем действие несколько раз. Далее мы приклеили нижний пропеллер неподвижно к корпусу, а проволоку с помощью круглогубц превратили в крючок. Для крепления верхнего пропеллера крючок мы сделали заранее. Этот квадратик – кусочек бутылки, просверленный кусочек. А это пулька от воздушки, просверленная пулька. Сверлить ее было очень непросто, но мы сделали это. А вам это делать не придется. Жена предложила использовать бисер в качестве подшипника. Это было гениально. Позже мы обнаружили, что и кусочки здесь лишние, они только усиливают трение. Плющить проволоку тоже было неудобно, так что для следующего кольцелета мы раздобыли более податливую стальную проволоку. Из нее гораздо проще сделать крючок. А главное, она легко гнется под углом 90 градусов. Используя трюк с содой и клеем, мы надежно соединили крючок с верхним пропеллером. В качестве двигателя мы использовали рыбацкую резинку с сечением 2,5 мм. Отмеряя нужную длину, мы сделали 4 полных оборота. Нам понадобилось около 2 метров резинки, а купить пришлось все 18. Далее просто связываем края резинки обычным узлом, а лишние хвостики обрезаем ножницами. Готовую резинку одеваем на крючки. Итак, первый запуск резиномотора. Ого! Мощная штука у нас получилась. Осталось сделать лопасти и можно летать. У нас был кусок пенополистирола, отрезаем от него прямоугольник шириной 6 см. Чтобы разрезать его на тонкие пластины, мы растянули нехромовую проволоку между двумя шурупами. Ее можно взять из спирали для электрической печки, она легко выравнивается и стоит копейки. Далее аккуратно натягиваем проволоку и кладем под нее 2 гвоздика. Это будто наша гитара. А если подать напряжение 6-12 вольт, получаем отличный резак для пенопласта. Немного потренировавшись, мы обнаружили 2 секрета идеально ровного среза. Сначала нужно подобрать оптимальную температуру проволоки
изменяя длину нагреваемого отрезка. А пенопласт двигать максимально плавно, с одинаковой скоростью. Таким образом можно получить пластину любой толщины. Нужная нам длина 20 см, лишнее обрезаем. Итак, клеим первое колечко, используя обычный суперклей. И все пошло немного не по плану. Клей просто растворяет пенополистирол. Хорошо, что под рукой был надежный помощник – термопистолет. Главное сильно не перегревать клей и наносить его тонким слоем. Лишний вес нам не нужен. Вскоре все 6 колечек были готовы. Чтобы закрепить их на пропеллерах под нужным углом, из деревянной шпажки мы сделали простой шаблон. Прилаживаем его к месту склейки кольца и аккуратно прокалываем дырочку, заранее заточенной мешалкой. Повторяем аналогичные действия с 3 кольцами. С помощью капли термоклея приклеиваем их на верхний пропеллер. Затем переворачиваем шаблон на другую сторону и прокалываем оставшиеся 3 кольца. Они отправляются на нижний пропеллер. Есть способ сделать лопасти гораздо проще. Из потолочной плитки толщиной 3 мм. Правда, придется купить целую пачку. Этот пенопласт хорошо клеится суперклеем. Главное наносить его тонким слоем. Кольца к пропеллеру тоже клеим на суперклей. Для надежности мы укрепили места соединения с помощью соды. Наконец, оба кольцелета готовы. Мы отправляемся на испытание. Нам очень не терпится узнать, какой из них лучше летает. Но сначала сюрприз. Мы сделали готовые конструкторы, с помощью которых каждый сможет собрать свой кольцелет меньше, чем за час. Все детали будут попилены, посверлены и согнуты. Вам просто нужно склеить все вместе. А для тех, кто хочет передать ребенку максимум знаний, мы подготовили наборы с нужными материалами, которые необходимо допилить. Оба конструктора сэкономят вам уйму времени и немного денег. Мы разыграем их среди наших подписчиков. Просто напишите в комментариях запомнившуюся историю из детства, о том, как вы интересно провели время с родителями. Свою я уже написал. 5 комментариев, которые в течение 2 недель после выхода видео наберут больше лайков, получат конструктор на выбор. И, конечно, все желающие могут приобрести конструкторы по ссылке в описании. Теперь самое интересное – конкурс. Размер призового фонда составит половину заработанных средств с монетизацией ролика. Плюс половина доходов от продажи готовых конструкторов тоже пойдут в призовой фонд. Также на канале появилась возможность платной подписки, половина доходов с которой обязательно пойдет победителям конкурса. Актуальную сумму призового фонда можно будет посмотреть в описании под видео. Цифры я буду периодически обновлять. Да-да, если ты поделишься этим видео с друзьями, мы сможем создать конкурс просто невероятных масштабов. Чтобы принять участие в конкурсе, вам нужно в течение 6 недель после выхода данного ролика прислать нам на почту короткое видео. В теме письма обязательно напишите «Участвуем в конкурсе «Кольцелет» и укажите время полета вашего устройства. С помощью видео мы проверим точное время полета вашего кольцелета от момента отрыва с рук до момента касания земли. Не пытайтесь хитрить замедлениями. Видео должно быть без монтажа, напрямую с камеры или телефона. Также почувствуйте себя видеоблогерами и пришлите нам смонтированный ролик длиной не более 7 минут о том, как вы строили свой кольцелет. Видео, в котором будет наглядно видно, что в создании игрушки активно принимают участие дети, получат плюс 10 секунд к полету. Ваш кольцелет должен иметь вертикальный взлет, лопасти должны быть в форме колец. В качестве двигателя можно использовать только резиномотор. Больше нет никаких ограничений. Все зависит от вашей фантазии и инженерной мысли. Итак, возвращаемся к испытанию. Заводить игрушку удобно шуруповертом, но вполне можно справиться руками. Главное не перестараться. На кольцелеты из конструкторов мы даем гарантию 50 оборотов. В таком режиме резинка прослужит долго, а корпус наверняка выдержит нагрузку. Оба кольцелета заведены на 50 оборотов. Я запускаю такой, как в конструкторе, а жена сделанный с помощью гитары. Оба летают отлично, но все же кольцелет из тонкого пенопласта продержался в воздухе немного дольше. Если очень хочется поддержать юных инженеров, можешь посмотреть ролик еще раз. И не забудь поделиться им с друзьями. Удачи в розыгрыше и конкурсе!